Андрей провел свои детские годы в небольшом рабочем сибирском поселке, где его родители работали на железной дороге. Отец был обходчиком путевым, а мать занималась стрелочницей. Таким образом, Андрей вырос в семье, где железнодорожная деятельность была повседневной реальностью. Часто Андрей сопровождал своих родителей на станцию, где наблюдал за проходящими пассажирскими и грузовыми поездами. С самого детства он мечтал машинистом стать и поезда водить на далекие расстояния. По окончании школы он поступил в железнодорожный техникум областного центра. Успешно завершив обучение, он получил специальность машиниста. Затем Андрей вернулся в свой родной поселок и приступил к работе на железнодорожной станции. Сначала он работал помощником машиниста, набирая опыт. Он перегонял старые тепловозы на ремонт и выполнял другие задачи. Андрей был ответственным и преданным своему делу человеком. Он быстро осваивал все аспекты своей работы на практике. Через год, обладая достаточным опытом и навыками, он стал самостоятельным машинистом. Руководство поручило ему работу с грузовым локомотивом. Он доставлял грузы по всей области на больших составах. Спустя время Андрей стал машинистом опытным и осуществлял перевозки на дальние расстояния. Однажды зимой, во время очередного рейса, Андрей отправился в путь. Локомотив набирал скорость и мчался по железнодорожным путям. Андрей вглядывался вдаль, наслаждаясь видом бескрайних таежных просторов. Внезапно его взгляд упал на темные точки впереди. «Может быть, мне показалось», — подумал Андрей и отвел взгляд в сторону. Затем он снова обратил в сторону железнодорожного полотна и вновь взглянул вперед. Теперь он уже четко видел силуэты, застывшие на пути. Это оказалась целая стая волков, которая не двигалась с места. Их взгляды были обращены к приближающемуся составу, и они начали протяжно завывать, будто предупреждая об опасности. Андрей и его помощник ощутили тревогу. Почему волки остановились на пути и выть так громко? Подумали они, не зная, как поступить. Однако было ясно, что продолжать движение вперед было невозможно, волки перекрыли путь. Андрей срочно связался с диспетчером и сообщил о помехе на железной дороге, получив разрешение на остановку. По мере приближения состава к стае волков, Андрей снизил скорость локомотива. Когда состав остановился в нескольких метрах от стаи, волки перестали выть. Внимательно разглядывая ситуацию из кабины тепловоза, Андрей был потрясен увиденным. На рельсах мужчина лежал, а волки окружали его, не двигаясь и внимательно наблюдая то за ним, то за поездом. Один из волков, смотрящий в сторону состава, казалось, доверял машинисту. После он подошел к мужчине лежащему, лизнул лицо его и рыкнул в сторону стаи. Волки последовали за ним и исчезли в лесу. Андрей с помощником заметили, что мужчина попытался двигаться, но то не позволяло ему встать с рельсов. Они поняли, что с ним произошло то серьезное. Хотя это было не по правилам, Андрей оставил помощника рядом с мужчиной. Увидев, что он был пристегнут наручниками к рельсам, Андрей ошеломленно понял, что это егерь местный Иван Степанович. Он рассказал Андрею, как оказался в таком положении и кто совершил этот жуткий поступок.